Двухматочное содержание в годовом цикле. Это самая основная моя тема, как исправить слабые семейки. То есть я категорически от того, чтобы эту слабую семейку, она перезимовала, там есть плодная матка, но само слово плодная матка и избавиться от нее, куда-то присоединить, если по старой технологии, присоединить к какой-то семье, значит автоматически потерять одну матку. Конечно же, мы с этим не можем ни ментально, ни морально, ни психологически согласиться. Какой вариант? Запустить в двухматочное содержание этот дуэт. Сильная семья и вот это, что осталось, в принципе, от названия семьи. После весенней ревизии, после хорошего уже такого массового очистительного облета, я делаю на пасеке ревизию по силе семьи. Просто мне это делать, потому что матки в изоляторах, понятно, я не боюсь открывать даже при минусовой температуре, лишь бы не было осадков. Сразу помечаю, где сильные, где слабые. Запланированные подсоединить к сильным семьям, я их, пока они еще не облетались хорошо. Главное, чтобы был очистительный облет и сделать ревизию по объединению перспективному. И затем вечером присоединяю, либо рядом пока поставлю, либо сразу сверху, если позволяет конструкция угля. И затем, если ну, я буду сейчас на своей конструкции говорить, а потом сделаем поправки по другим системам угля. Я ставлю слабую семейку на сильную. Проходит время, они там полетали как-то, определилась, слабой семьи все равно терять нечего, она будет присоединяться. Какая-то там часть, может, уйдет на старое место, где она была. И затем, среди дня, снимаю эту верхнюю семейку слабую, открываю крышку улья сильной семьи, полностью все снимаю до рамок. Укладываю, подвигаю к одной, желательно теплой стороне. Теплой стороне, ну, южно, там, юго-восточно, к одной стенке. Укладываю разделительную решетку и пленку. Можно москитную сетку. Москитную для чего? Чтобы не для запаха, а чтобы можно было ее отвернуть. Она мягкая была. Пленка или москитная сетка. Мягенькая. И после того, как уложили эту сетку, сверху ставлю вот это вот название, что осталось от семьи. Тоже придвигаю одну там или две рамки получилось, той же стенке, в которой и продвинута нижняя семья, чтобы они были семья над семьей. Закрываю и затем литок в обязательном порядке, чтобы в верхней семейке слабенькой был тоже открыт литок. Через сутки-двое, когда мы по пасеке все это провели, по пасеке, я затем вечером отворачиваю уголок от задней стенки, где семья над семьей находится. И они постепенно объединяются. Начало активного сезона весной. Есть уникальная ситуация по примирению в начале старта весеннего, по примирению двух семей, сильной и слабой. Если, ну а затем в течение недели мы можем полностью эту сетку убрать, и все, они начинают работать как одно целое. Две работающие матки через разделительную решетку при общем числе пчел. В чем интерес этой системы и почему она намного эффективнее, чем распространенная ранее техника забирать у сильной семьи печатный расплод и подсиливать этим расплодом печатным слабую семью. Если кто будет, сразу ремарку делаю, если кто будет практиковать такую тактику, то, пожалуйста, дайте сильной семье поменять первое поколение, и на втором поколении этот печатный расплод уже можно у донора сильной семьи взять слабый. Ну, давно уже от этого ушли. Двухматочное содержание сейчас намного эффективнее. Мы вот эту рамочку, или сколько там осталось, верхней слабой семьей, через некоторое время это у вас будет сильная двухматочная семья.
какая эффективность этого двухматочного старта. Верхняя семья слабая будет постепенно забирать у сильной семьи пчел, потому что там матка начнет откладывать яйца, появится личинка, ее нужно кормить, и кормилец будет из нижней семьи забирать, это верхняя маленькая семейка с работающей маткой для кормления. Мы, во-первых, и микроклимат, там она сидит как у бога за пазухой, эта верхняя семейка, туда корма будет по природе поднимать, пойдет пчела, матка включает свою активность. Мы этим не даем преждевременно войти в роевое состояние нижней сильной семьи и вытягиваем верхнюю. Фактически, если пчеловод страдает этим количественным синдромом, он может эту верхнюю семейку в начале сезона, где-то еще даже до акации, поставить рядом, штатную единицу он восстановил на пасеке, и дальше будет развиваться уже, как будет показывать обстоятельства. Если это лежак, можно точно так же, прям не перетаскивая лежак к лежаку, потому что это тяжело. Вечером принести эти две рамочки там или одну противоположной стенке поставить, то есть главную сильную семью мы отодвинули к одной стенке, поставили, ограничили заставной доской, а противоположной поместили слабую семейку. Это вариант из таких самых надежных, когда они не побьются и останутся целые матки. Затем придвигаем через сутки-двое, придвигаем к этой заставной, к основной семье к вечеру, и они объединяются, ставим разделительную решетку между ними и запускаем как двухматочная семья уже для общей работы в лежаковой системе. Но если мы сделаем намного раньше такую процедуру, то, учитывая высокую весеннюю активность, а весенняя активность вы подчеркивали не один раз, что это есть не что иное, как инстинкт выживания. Семье нужно срочно набрать силу семьи, кульминацию и отроиться, то есть разделиться в природе, сохранить себя как вид, и явление это называется размножение. Но можно сделать, у кого нет времени, и намного быстрее и эффективнее.